Здравствуйте, уважаемые зрители канала Начинающего пчеловода. В этом году сезон роения это что-то с чем-то. Начался внезапно, проходил бурно, практически неконтролируемо. В общем, с пасеки ни на шаг. В предыдущем видео я показал, как бурно, сколько энергии в раю, когда он выходит из улья. А в этом видео я бы хотел показать о том, как эту энергию можно использовать на благо своей пасеки, на благо пчеловода и пчелосемьи. Ну что ж, желаю вам приятного просмотра. Вот так выглядит посаженный на прошлой неделе рой. Ну, килограмма, наверное, на 4. Большой рой был. Отпустила его эта же семья. Можно посмотреть. Здесь 5 корпусов пчелы. Ну, можно смело сказать, что рой прижился. Несут, я вижу, зеленую обножку, значит, иван-чай выделяет. Очень хорошо. Итак, друзья, у вас отроилась семья. Я не буду сегодня рассматривать причины роения, они все известны. Известно, как можно предотвратить роение. В общем, случилось у вас, что семья роится. Что же делать? Значит, первое, что нужно сделать, это рой осадить. То есть поместить его в ящик или в роевню, в зависимости от того, что у вас есть. И заняться уже в дальнейшем его поселением в новое жилище. Значит, сейчас мы займемся первым этапом, это осаждением роя. Значит, рой у меня, рой у меня, в принципе, небольшой. Ну, на килограмм, наверное, на 2 пчелы, не очень большой рой. Вот, сейчас уже конец июля, 2017 год на рои был богатым. Вот, но я постараюсь использовать энергию этого роя. И сначала нужно его, значит, осадить. Очень хорошо, что пчелы сели на сосну, они повиснут вот такой вот гроздью. И, в принципе, можно их уже спокойно стряхивать в роевню. Что я сейчас и буду делать? У меня вот такая вот старая роевня. Досталась еще от предков. Вот. В общем, ей я и буду пользоваться. Но прежде чем непосредственно опускать рой в роевню, нужно подготовить ветку, с которой будем стряхивать. Обрезать лишнее. Этим я сейчас и займусь. И аккуратно его спускаем. В принципе, вот так вот его уже можно сажать на место. Но у меня пока еще ничего не готово. Я сейчас один на пасеке. Поэтому я сейчас это положу сперва в роевню. По моим наблюдениям, пчелы, которые сейчас у нас не попали в ловушку, могут поступить двумя путями. Либо они сядут на эту ловушку, можно видеть, как пчелы пытаются туда забраться, либо они попытаются занять место на ветке еще раз. Но я думаю, что в данном случае именно они будут пытаться залезть. Ну и когда все пчелы поместились на роевню, можно их заселять. Итак, чтобы посадить рой, я на этот улей кладу холстик, ну, пленку. В принципе, по сути, это одно и то же. Вот. Желательно, чтобы пчелы сообщались между ульями. То есть здесь у нас, по моей задумке, пустой корпус с вощиной. И сейчас мне надо найти сюда рамку с расплодом. Вот такую вот красивую рамочку с открытым расплодом я им туда и ставлю. Ведь этот расплод так нуждается в заботе. Значит, теперь медлить не стоит. Сверху ставлю пустой корпус. Ну, можно поставить магазин или подкрышник.
Ну и все, дальше стряхиваем пчел. Как я и говорил, большая часть пчелы прилетела к основной массе. Здесь килограмма 2, кстати, рой такой нормальный. И села сверху. То есть большая часть их внутри. Итак, ребята и девчата, вот ответственный момент. Заселение новой семьи. И закрываем. Ну, я закрываю пчелоудалителем побыстрее, чтобы никаких там пленок, ничего не надо. И все нормально будет. Итак, друзья, а вот вам еще одна задачка. Вы не знаете, из какого улья вылетел рой. Вы не видели выход роя. Вот вам задачка. По картинке определите, из какого же улья вылетел этот рой. Я думаю, ответ очевиден. Свои ответы можете написать в комментариях. А сейчас давайте посмотрим, что мы вчера сотворили. Так, вчера мы эту семью сюда поставили, прошло примерно 12 часов. Так, что же мы видим? Пчелы обсиживают рамочки, из верхнего корпуса они практически ушли. Сейчас я верхний корпус вообще уберу. И, соответственно, семья, можно считать, заселена. Но вообще показателем, что пчелы включились в работу, является отстройка вощины. Посмотрим, как это у нас тут происходит. Вот, посмотрите. За ночь практически отстроили всю сторону вощинки. Очень хорошо. То есть можно считать, что операция удалась. А теперь остается только лишь закрыть улочки и пожелать новой семье счастливого пути, так сказать, и успехов во всех ее начинаниях. Вот таким вот образом. Ну, я надеюсь, мне удалось показать, осветить технологию, которую я использую. В принципе, ничего сложного нет. Однако очень много нюансов, поэтому, может быть, какие-то моменты я не осветил. Но вы задавайте вопросы, я на них на все отвечу. Оставайтесь на канале Начинающего пчеловода. До новых встреч. Пока!